Не беспокойтесь, я вас защищу. Мошенники от архитектуры. Нормальный человек это сделает. Половина города спрашивает у другой. Бинавы навах söküceyler. Государственный орган говорит, что оно не снесется. К сожалению, завтра могут прийти его снести. Он такой мемор olsun. Баку, конструктивизм превратили в иранский ресторан Биби. Лицо, говорю, очень обидные, но реальные вещи. Ужасная архитектура отражает ужасное состояние общества. Архитектурная ошибка, она достаточно дорого обходится. Католическая церковь построена в Баку благодаря Эльчину Алиеву. Эльчин Бey, хотелось бы в первую очередь вас поздравить с новым назначением. Насколько мне известно, при Министерстве культуры создана рабочая группа, председателем которой вы являетесь. И хотелось бы узнать, основная функция этой рабочей группы. Во-первых, благодарю вас, Искандер Мэлим, за то, что пригласили меня на ваш канал. Спасибо. Я являюсь сам, даже до нашего знакомства был его подписчиком и с удовольствием смотрю все ваши программы. Спасибо большое. Да, вы знаете, в конце прошлого года. Дело в том, что я сам архитектор. Я уже много десятилетий, я не знаю, как так получилось, но в принципе собираю материал про Баку, про свой родной город, вообще про архитектуру Азербайджана, про каждую улицу, каждый дом. Вы знаете, даже моя мечта это когда-то создать музей Баку. Потому что очень много материалов, которые я хотел бы оставить родной стране, родному городу. И зная это, нынешний министр культуры Адиль Мэлим, он в конце прошлого года пригласил меня к себе, и у нас с ним был большой обстоятельный разговор. Дело в том, что я сам долгое время один из критиков государственных органов, я один из критиков состояния Министерства культуры, которое на протяжении последних лет, к сожалению, не занималось вопросами сохранения исторического наследия. И после назначения Адиль Мэлима, вот он пригласил меня, и был такой откровенный очень разговор с государственным чиновником. И я ему, конечно же, сказал, что мой долг помочь своей стране, потому что передать эти материалы, найти те здания, которые у нас есть в существующем списке памятников архитектуры. А вот я немножко отойду в сторону. Сейчас какая ситуация? Дело в том, что сейчас памятники архитектуры, существующие в Азербайджане, охраняющиеся со стороны государства, есть список охраняемого наследия. И этот список охраняемого наследия у нас был принят в 2001 году. Но в 2001 году его формально подтвердили тот список, к сожалению, никто не собирался в нем копаться, который был создан в последние советские годы. А тогда интересная была политика у имперского центра, так скажем, что, зная, что национальные республики, особенно республики Южного Кавказа, имеют потрясающую историю, древнюю историю, сознательно уменьшалось, во-первых, количество этих памятников, во-вторых, их, так скажем, качество. Например, Девичья башня была датирована XII веком нашей эры. Я вообще не понимаю, в XII веке сам дворец Ширваншахов построен в XIII веке. Как вы понимаете, в XII веке могли построить такое грандиозное, но тем не менее достаточно примитивное сооружение, когда в XII веке уже в Европе строили дворцы потрясающие, а мы датируем Девичью башню XII веком. Этого быть не может. Судя по всему, это надгробная плита, которая встроена в башню, может быть, с этим связано? Да, совершенно верно, но тем не менее советские ученые, советские азербайджанские ученые, они с удовольствием за это ухватились. Естественно, имперский центр был рад, потому что это получается в XII веке мы были такие недоразвитые, что строили такие архитектурные произведения. Хотя в Европе в это время, понимаете, строились уже дворцы. Сам дворец Ширваншахов построен в XIII веке. Как может быть, что за 100 лет строительная культура получила такую динамику и так развилась? Я считаю, что как архитектор, как историк архитектуры, вообще Девичья башня – это ровесник египетских пирамид. Та же загадочность, та же брутальная архитектура. Ну, вот очень много вопросов поэтому возникало у общества к этому списку охраняемого государством наследия, и настал вопрос его замены.
потому что, к сожалению, никто на протяжении 3 десятков лет после восстановления нашей независимости, никто этим списком не занимался. К сожалению, менялись министры, менялись чиновники, все преследовали одну цель – пересидеть спокойно на этой должности, получая свою зарплату и условно ничего не делать, чтобы не вызвать какие-либо нарекания в ту или другую сторону. Все после меня хоть потоп. Да, после меня хоть потоп. К счастью, пришел неравнодушный человек, Адель Мялем, нынешний министр, который просто поставил передо мной задачу, что Эльчин, так больше нельзя. Потому что на самом деле ситуация, она ухудшалась с каждым днем. К счастью, несколько лет назад, по-моему, лет 5 назад был грандиозный скандал, связанный с возможным сносом Малаканской церкви на улице, Малаканского молельного дома на улице Сулеймана Рустема. До этого, на самом деле, ситуация была катастрофической. Вот это здание тоже хотели сносить, но, к счастью, вмешалась первая леди Мехрибан Ханум. Именно благодаря ее вмешательству, благодаря тому, что поднялся шум, его снос был остановлен. И после этого я начинаю отчет нового времени, так скажем, в охране памятников нашей страны. После этого, на самом деле, вот последние годы, тьфу-тьфу-тьфу, сноса памятников по большому счету не происходит. То есть уже после того скандала отношение в обществе к историческому наследию, вообще к охране памятников архитектуры изменилось, но список оставался тем же, потому что отношение изменилось, допустим, формально, допустим, бизнесмен, который приватизировал этот молельный дом, формально ему ничего не могли сказать, потому что здание не было в списке охраняемого наследия, а если его нету в списке охраняемого наследия, естественно, никто не имеет права ему, как владельцу здания, запретить его снос или, допустим, переделку коренную фасада. Поэтому назрел вопрос вообще полного пересмотра этого списка, потому что мы видим, страна развивается, 21 век, Баку превращается постепенно в центр мировой современной архитектуры, строятся новые здания, и формально, допустим, глава комитета по, допустим, архитектуре и градостроительству не может запретить снос какого-то, да, и он видит, и все видят, что это историческое здание, памятник архитектуры. Но на каком основании он может запретить снос тому человеку, который его купил и хочет его снести и построить там жилой дом? Оснований нет. Здание не охраняется со стороны государства. То есть сложилась такая ситуация, что в этом списке находились сотни зданий, которые не являлись памятниками архитектуры или являлись, понимаете, были внесены туда с недостаточными основаниями для объявления памятника архитектуры значимым. А сотни памятников архитектуры, они просто были вне списка, и вот эту ситуацию надо было исправлять. И было принято решение создать рабочую группу при Министерстве культуры, возглавить которую предложили мне. Я, естественно, не раздумывая, согласился, потому что это ваша основная сфера работы. Это даже не сколько основная сфера работы, сколько это мое дело для души, это мое хобби, это моя любовь, понимаете, историческое наследие, эти здания, которые я иногда вот просто подхожу, трогаю, получаю какую-то энергию исторических, вот просто я чувствую, передается какая-то энергия, и я в ответ, что не беспокойтесь, я вас защищу. То есть, вы знаете, я согласился, и вот сейчас уже завершена по истечении нескольких месяцев, была поставлена задача на ближайший год хотя бы разобраться с центральными районами Баку. И сейчас уже Сабаильский и Ясамальский район готовы. Допустим, по памяти я не точно помню, но я знаю, что в Сабаильском районе, по-моему, 305 памятников архитектуры. Я сам лично вместе с коллегами, мы создали группу, обошел каждый из них. Буквально 2 не смогли найти. Из них, из 300 зданий, порядка 25, к сожалению, снесено. Уникальные памятники архитектуры разных эпох, которые, к сожалению, в силу разных причин снесли. В основном и в советские годы, и после восстановления независимости. Порядка 20-30 памятников архитектуры просто неузнаваемы. Вы понимаете, допустим, один из моих учителей, Юзеф Кадымов, он построил
очень красивый памятник советского модернизма на улице Узаира Гаджибекова, угол Рашида Бейбутова. Это бывшее здание исполнительной власти Сабаевского района. Вы понимаете, был памятник советского модернизма, ряд таких модерновых квадратных окон, плоская стена, понимаете, облицованная таким квадратным камнем. Естественно, сегодня это здание, если я вам покажу фотографию, вы скажете, это где? Потому что сегодня это здание полностью переделан фасад, вы понимаете, я считаю, безобразно переделан фасад. Мне интересно, кто мой неизвестный коллега, кто позволил себе работать над и исправлять проект великого мастера советского модернизма Юзефа Кадымова. И самое смешное то, что до сих пор на этом здании табличка, что здание охраняется азербайджанским государством. Уже нечего Что охранять. охраняется государством, понимаете? Извините меня, вот ужасное строение, которое сегодня есть, а от памятника-то ничего не осталось. И вот буквально около 30-40 зданий в такой ситуации, естественно, они рекомендуются рабочей группой к исключению из этого списка. Зато, допустим, мы предложили Министерству культуры дополнительно включить в список по Сабаевскому району около 30 исторических зданий, около 50 современных образцов архитектуры, допустим, Порт Баку, Тауэр, или даже жилой комплекс Порт Баку, или вот сейчас там построено новое современнейшее здание в виде полумесяца. Да. Естественно, это памятник современной азербайджанской архитектуры. Вы знаете, вот вчера, я сейчас не помню точно адрес, это было Зыхское шоссе, там строится новое. Я из района аэропорта возвращался в Баку, и там построен такой современный, красивый, большой, жилой, огромный комплекс. И я обратил внимание, уже 2 балкона застеклены. То есть комплекс буквально год назад построен, уже кто-то перекрыл 2 балкона. То есть современная архитектура, уже за ней никто не следит. Уже, значит, допустим, мой коллега Назим Велиев, он построил очень красивый образец современной жилой архитектуры на улице Ахмед Джавада, угол проспект Азербайджан. Такой массивный, такой оригинальной архитектуры жилой дом, такого серого цвета, знаете, где? В районе МВД. И несколько раз я вот за последние годы замечаю, что уже половина балконов со стороны жителей, понимаете, остеклена. То есть идея азербайджанского архитектора уже испорчена. К сожалению, никто на это не реагирует. Ни Союз архитекторов, ни местные органы исполнительной власти, ни мэрия Баку, понимаете. Это современное азербайджанское здание, которое тоже должно охраняться. Это тоже этап архитектуры Баку 2000-х годов. То есть я рекомендую, как глава этой рабочей группы, наиболее значимые современные постройки, тоже к включению в этот список. В итоге из этого списка, который составлял на момент нашей работы порядка 250-300 зданий, 30 демонтировано, около 25-30. К сожалению, 30-40 зданий неузнаваемы, то есть мы их из списка исключаем, но добавляем порядка 100 зданий, 50 около современной архитектуры, около 30-40 зданий исторической архитектуры. То есть сегодня этот список Ясамальского района отражает на самом деле реальное состояние с памятниками архитектуры в Баку. Еще неразбериха связана с тем, что, вы знаете, у нас неоднократно меняли название улиц. Даже до сих пор я как человек, любящий фотографировать, я просто сравниваю. Даже вот несколько лет введенная новая аббревиатура, допустим, название улиц, было там, я не знаю, Расул за 87. Через год смотришь, сделали уже не 87, а 93. То есть это постоянно продолжающийся процесс, и, к сожалению, он не находил своего отражения в существующем списке, потому что, допустим, написано проспект Азербайджан, а сегодня это не проспект Азербайджан, а улица Зарифы Алиевой. Но, допустим, в списке написан проспект Азербайджан, который в настоящее время является бывшей улицей Гусигаджиева. То есть, понимаете, неразбериха со зданиями, неразбериха с адресами. И в итоге получается, что даже чиновник, который хочет посмотреть существующий список, он не может найти здание, он не понимает, о каком здании идет речь. И только несколько человек в стране, любящие историческую архитектуру, один из них только я способен разобраться, черт побери, а какое же здание имели в 80-х годах, которое было включено в этот список. И мы сейчас фактически закончили работу по Сабаевскому району, по Ясамальскому району. Это грандиозная работа.
Уже частично Ясамальский район, Сабальский район сдали в Министерство культуры, и теперь будем ходатайствовать перед правительством о пересмотре, срочном пересмотре хотя бы этой части списка. Но представляете, в Азербайджане формально, кстати, 6 тысяч памятников архитектуры охраняемых, 6 тысяч, по-моему, 600. На самом-то деле их десятки тысяч. На самом-то деле я как человек, у которого хобби вместе с детьми мы выезжаем в Азербайджан и ищем памятники архитектуры. Знаете, сколько неучтенных? То есть представляете, какой огромный пласт, объем работы нам предстоит сделать. Это работа на десятилетия, причем постоянная. То есть это огромная проблема, которую предстоит нам всем решить. Ну вот есть такой вопрос у меня подоспел. Вот вы говорите, что как-то никто не контролирует за тем, чтобы вносятся какие-то элементы нового в архитектуру, там, допустим, застекление балконов и так далее. Ну вот, скажем так, а какие гарантии, что в дальнейшем это не будет происходить, и как ваша группа может способствовать при этих ситуациях? То есть какие она имеет, так сказать, инструменты для того, чтобы противостоять этим процессам? Вы знаете, конечно же, у группы инструментов нет. Мы просто фиксируем нынешнее состояние. Должно поменяться вообще отношение в обществе к памятникам архитектуры. Оно, конечно же, меняется. То есть это каждый житель, он должен понять, что это его родной дом, что это его родной подъезд, родной фасад, и он должен изменить свое отношение к нему. Кроме того, естественно, должна быть разработана система наказаний. Обязательно должны работать государственные органы. При Министерстве культуры есть такая специальная служба по охране архитектурного наследия. Наконец-таки, вы знаете, после многих лет того, что службу возглавляли совершенно посторонние люди, вот я вам скажу, мошенники от архитектуры, к которым можно было прийти, заплатить и снести любое здание. Я же знаю, дружу со строительными бизнесменами, которые так и делали, к сожалению. Наконец-таки службу в конце прошлого года возглавила профессионал. Профессиональный архитектор, это уже очень хорошо. И мой долг как архитектора, как историка архитектуры Баку помочь руководству этой службы. Я, в принципе, так и делаю. Но я знаю, что как мало, к сожалению, сотрудников, как мало технических средств. Дело в том, что уследить за всем тем, что творится в Баку, а я вообще предлагаю следить за тем, что творится в Азербайджане, в Нахчеване, понимаете, в Гянже. Вот я недавно был в Гянже. Уникальная архитектура, красно-кирпичная архитектура. И вы знаете, несколько лет назад, я не знаю, как может нормальному человеку прийти это в голову, взяли массу исторических красно-кирпичных зданий, облицевали бакинским аглаем. Вот нормальный человек это сделает, к сожалению, бесконтрольно. Поэтому очень большая ответственность и общества, и соответствующих служб при Министерстве культуры, и государственных других органов, исполнительных властей. Мы все в ответе за наши любимые здания. Как мы знаем, в прошлом году, в конце прошлого года, был принят новый генеральный план города, который мы долго очень ждали. Как он поможет в процессе сохранения нынешних архитектурных и в дальнейшем в развитии города? То есть вы, наверное, ознакомились, хотелось бы ваше мнение узнать по этому поводу. Вы знаете, к сожалению, не до конца ознакомлен, потому что, к сожалению, вообще ситуация с генеральным планом, она, несмотря на то, что фактически 7-8 лет назад громогласно было объявлено о том, что вот наконец-таки профессионалы начали разрабатывать генеральный план, до сих пор ситуация сохраняется, что никакой информации о генеральном плане нет. Я захожу на сайт Государственного агентства по градостроительству и архитектуре. Общие слова. Вы знаете, даже тот генеральный план, который был торжественно презентован, вот, по-моему, в начале этого года, общая информация, совершенно общая информация. И, не хватает конкретики. Да, не хватает конкретики, которая просто утаивается от общества, я считаю. А нам нужна именно конкретика, понимаете? Вообще, я знаю генеральные планы многих стран. И на любом, допустим, европейской стране можно зайти, допустим, на сайт соответствующего ведомства и узнать, что вот ты живешь, допустим, на улице, условно, там, Азербайджан, угол Хагани, и твой дом будет ремонтироваться, допустим, через 2 года. Если его снесут, то снесут там через 28 лет. Если через 28 лет снесут, что на его месте построят, соответственно,
тому плану, который принят. Понимаете? Вплоть до Максимально, подрядчика да, максимально все прозрачно, и любой человек, живя в любом здании в европейском городе, он знает свою судьбу, он может строить свои жизненные планы, понимаете? У нас половина города спрашивает у другой, увидевших, «Бинавы невах сөкүжейлер», когда тебя снесут. 90% вопросов ко мне, как архитектору, от знакомых, у меня масса знакомых, вы знаете, все спрашивают, узнай, пожалуйста. Причем я говорю, что, вы знаете, друзья, честное слово, никто об этом не знает. Когда снесется любое здание, сегодня может государственный орган говорить, что оно не снесется, к сожалению, завтра могут прийти его снести, потому что в этом деле долгое время творился хаос, безнаказанность, понимаете, любой бизнесмен, к сожалению, мог, строительный барон, снести любое здание. Сейчас формально ситуация поменялась. Тогда, пожалуйста, покажите вот этот план детальной планировки каждого квартала, каждого района города, чтобы условно мы, жители Баку, знали. Вот я сам живу на проспекте Азербайджан, в великолепной Сталинке. Рядом там мой частный офис в памятнике архитектуры. За последние лет 5 3 раза приходили ко мне вот в частный офис, измеряли типа бина сөкү людей, хотя это памятник архитектуры. Причем на полном серьезе убеждали, что вот через месяц условно тебе заплатят, и ты будешь ликвидирован, да, твой офис. На каком основании? А что изменилось, кроме тех красивых картинок, которые есть сегодня на сайте Государственного комитета по архитектуре и градостроительству? Ничего, никакой конкретики. Поэтому я не могу, понимаете, комментировать геймплан, которого я не видел. Я тоже так, насколько дает мне компетенция, так ознакомился, и мне порадовало, если честно, в плане, что намеревается строительство трамвайной дороги. Особенно в части бульвара, и что она будет соединять бульвар со стороны порт Баку до вокзала, станции 28 мая. Ну, недавно я буквально проходил там, и я так понял, что этот план отменился. Вы знаете, у меня тоже такое двоякое отношение. Мне почти 60 лет, и в принципе я для себя, я думаю, что я человек, обращенный в прошлое. Вот я постоянно копаюсь в прошлом, нахожу удовольствие от того, что просто переношусь в прошлое. Иногда чудесные истории случаются. Вы знаете, у меня была одна фотография, ничего, что я уклоняюсь сейчас от тебя, была одна фотография здания 40-х годов, 35-36 года. Десятки лет я просто не мог вот иногда как головоломку думать, где же это здание. И один раз, когда я просто по ночам пишу вот свои книги, и я просто перенесся в это время, путешествие в это время вот по Баку, и вдруг меня осенило, я как будто вот вышел на эту улицу и узнал это здание. Вы знаете, произошло что-то чудесное. Быстро я пошел, нашел эту фотографию, и я узнал. Совершенно непонятно, как и зачем вообще, что это здание на улице Терлана Элиарбеева, угол, сейчас называется улица польских архитекторов. То есть я человек, обращенный в прошлое, и поэтому, конечно, мне очень приятно, что в Баку будет восстановлен трамвай. Я сам жил у бабушки, дедушки долгое время на Монтино и очень часто ехал в 160-ю школу на трамвае. Я помню, вот это мое детство. Очень для меня теплое, очень для меня важное. Я хочу, конечно, чтобы снова сел я в трамвай и поехал. Но теперь с другой стороны, как человек, живущий в 21 веке, это не смешно, что мы собираемся специально восстановить транспорт 19 века. Вы понимаете? Немножко это смешно. И вообще сейчас уже в Китае, я даже видел, у меня вот есть это видео, появились трамваи не рельсовые, а вот специальной краской наносится на асфальте вот покрытие, и они, я не знаю, наверное, путем искусственного интеллекта, они вот не меняют маршрут, едут туда, куда идет вот это специальное дорожное покрытие. То есть восстанавливать сейчас, 2030 году, транспорт, который был, я не знаю, в 1830 году, восстанавливать эти рельсы, вот эти тык-тык-тык-тык, вот эти трамваи, вот эти электрические, немножко смешно. Восстановим.
Я сам этого хочу. Но давайте восстановим буквально один маршрут протяженностью Да, да. 10-15 километров для туристов, для души, для Как ностальгии. ретро-туризм, Да, да, ретро-туризм. Вот несколько дней назад я был в Тбилиси, там тоже вот я заметил 2-3 на каком-то трамвайчика, причем участке, да. старинных, на каком-то маленьком участке, только так. А выглядит, честно говоря, смешно, когда раз в полгода выходит какой-то ответственный чин в галстуке и с серьезным видом говорит, Баку будет восстановлен трамвай. Понимаете, смешно. Понимаете, это, Есть реалии, я считаю, да. что да, в вопросах генерального плана надо обсуждать. Возможно, это делается специально, чтобы отвлечь внимание населения от тех настоящих проблем, связанных с генеральным планом Баку. Так что вот касательно трамвая, я думаю, так что это должна быть обязательно одна линия для туристов и не более того. Вот, Эльчимбе, интересно было бы узнать, вот вы, будучи юным архитектором, как вы тогда в то время представляли вот Баку нынешнего, вот Баку будущего, и насколько вот реализовались ваши мечты об этом? Ну, я вам скажу, что я, честно скажу, архитектором стал случайно. Мгм. Я вообще собирался стать дипломатом. Я люблю эту дипломатию, в принципе, я учился в центральной школе, великолепно учился, с 1 четверкой закончил в четверти. И школа была интересная, там из 39 человек в классе, нас было всего 8 человек азербайджанцев. Поэтому не дали просто медаль, потому что я был не еврей, не армянин. Вот интересно было время, но именно благодаря своей родной школе я стал тем честным, принципиальным человеком. Именно моя школа, мое окружение воспитало меня таким, каким я сегодня есть. Я горжусь и своими классными руководителями, и друзьями, которые сегодня разбросаны по всему свету. И вы знаете, я хотел стать дипломатом, долго готовился для поступления в Институт международных отношений, но, к сожалению, в советское время сыну простого инженера, когда от республики один человек туда поступал, просто в один момент папу пригласили, я не знаю куда, в ЦК или как там называлось, сказали, что твой сын, естественно, не должен туда себя сувать. Я помню, был у меня истерика, когда папа мне объявил, что Эльчин, тебе нельзя туда поступать, потому что в этом году будет поступать кто-то другой. А тогда один человек от республики, и мой покойный дядя, архитектор Первиз Гусейнов, я помню, вот так он нравится. Он такой меморолся. То есть вот так я и стал мемором. Понимаете, да, меня срочно записали на курсы рисунка. В принципе, рисовал я тогда хорошо, научился хорошо рисовать, я даже помню, перерисовал всех своих родственников. И, в принципе, я поступил, стал архитектором, но я помню нашу первую поездку по студентами в Лагич, как бы первый фотоаппарат, который мне подарил папа. И я с тех пор не расстаюсь с фотоаппаратами, у меня 5-6 профессиональных камер, я начал фиксировать Баку, я просто заболел архитектурой. И у меня такой достаточно четкий характер. Я люблю вот собирать архив. И у меня сейчас благодаря этому огромный архив Баку. Я добился того, что каждое здание у меня фотографировано в Баку. К сожалению, я не знаю, что будет с этим, с архивом. Я несколько раз вот передавал свой архив и знакомым, друзьям, и государственным органам. Правда, потом осторожно интересовался у снятых чиновников, а где этот архив? А я, говорит, не знаю. Вот, к сожалению, у нас в стране не поставлено архивное дело, и вот я очень по этому поводу переживаю. Ну, вы как-то представляли в то время, вот как вот Баку будущего, там, не знаю, машины летать будут, что такое? Вы знаете, я человек, обращенный в прошлое. То есть я как-то живу в Баку прошлого. Это очень плохо. Это, в принципе, не дает мне освободиться от оков прошлого. Это гнетет меня очень часто, но тем не менее я нахожу свое удовольствие в прошлом. Поэтому, кстати, лет 20 назад я начал писать книги, озадаченные вопросом того, что будет с той информацией, которую я умею и находить. Я очень часто провожу время, очень долго провожу время в архивах, читаю старые материалы, газеты, книги. У меня огромнейшая библиотека на тему истории Баку, вообще по архитектуре, в частности по архитектуре Баку.
И спасибо и фонду Гейдара Алиева, спасибо и господину президенту, который на первых порах, вот фонд Гейдара Алиева издал 2-3 мои книги на средства из президентского фонда. Вот мы говорили с вами о книге периода конструктивизма. Роскошная книга, естественно, если бы не финансовая помощь, я бы не смог издать. И до сих пор спасибо, у меня очень много друзей, единомышленников, которые мне помогают. Помогают строительные компании, помогают друзья-бизнесмены. И мое призвание, вот я как-то работаю над книгами. Я изучил период архитектуры 20-30-х годов. Роскошный период архитектуры, который, к сожалению, мы уничтожили. Это вообще нонсенс. Издать книгу, где 85% зданий нету. Понимаете, это вообще преступление. Как мы могли? Дело в том, что Баку один из мировых центров конструктивизма. Вот я не знаю, вы были в Тель-Авиве? Я обожаю этот город, я несколько раз. Я просто туда покупаю билет на 2-3 дня. Даже в посольстве мне говорят, вы что, вы получаете визу на одну ночь? И я говорю, да, вот у меня есть 2 дня, я хочу там погулять в Белом городе. Как будто ты гуляешь по Баку. 2-3-этажный Баку, Тель-Авив, Баку, Харьков тогда столица Украины, Москва и Ленинград. 5-6 городов в мире – центр архитектуры конструктивизма. Архитектура 20-30-х годов – это вообще база нынешней современной архитектуры. И мы своими руками, хотя вот, допустим, в Тель-Авиве, в Москве, в Ленинграде все охраняется со стороны ЮНЕСКО. То есть, когда я первый раз был в Америке, очень-очень давно, мне когда архитектор, Баку, конструктивизм, никто не вскликнул, и Чари Шахер, или Девичья башня. Нас узнают по конструктивизму 20-х годов, мы его уничтожили, понимаете? То есть, вот эту уникальную книгу я издал. Даже, вы знаете, несколько лет назад ко мне архитекторы из Колумбии, 3 девушки написали, что у вас проектировали известнейшие братья Веснины, это мировые лидеры 20-х годов, и они спроектировали в Баку 4 дворца отдыха для трудящихся, да, дворца культуры, из которых мы 3 снесли, а один полуразвалившийся сейчас в Черном городе, одну его часть превратили в иранский ресторан Биби, представляете? Они говорят, мы в Гугле смотрим, нету, в вашей книге есть, а в Гугле смотрим, нету. Они, представляете, в Колумбии архитекторы пишут свою дипломную работу по архитектуре конструктивизма Баку. Вы знаете, Биабырчылых, я послал им массу уникальных материалов. Столько фотографий, чтобы лишь бы они не лезли в Google. Я говорю, что типа у вас Google не работает. Да что вы? Вот я смотрю, они стоят, а вы говорите, их нет. Мне было стыдно, что у нас поднялась рука и снесли такие памятники архитектуры. Следующий этап – это вот я недавно издал, тоже 10 лет работал, архитектура сталинского периода. И, к сожалению, в 2-томник, причем я написал его на русском, на английском, на азербайджанском языках, я собирался сделать хотя бы книгу на 2 языках, мне пришлось выкинуть другие языки, вот чисто на азербайджанском, и вместо однотомника я издал 2-томник. И все равно туда, в эти 900 страниц, вошло всего 2-3% материалов. И как обидно, что, вы знаете, у нас, к сожалению, вот все эти уникальные материалы по истории архитектуры нашей страны, они просто теряются. К сожалению, у нас не развито архивное дело, вот поэтому я стараюсь хотя бы своими книгами, а сейчас работаю над периодом советского модернизма. Это вообще мой любимый период, 70-е, 80-е годы. Тоже редчайшие памятники, роскошные памятники архитектуры, которые сегодня, вы знаете, уже 1-2 и обчелся. Допустим, здание вокзала железнодорожного 1976 года полностью облицевали. Или, допустим, здание на улице Салатына Аскерова Оргтехстроя полностью облицевали. То есть от памятников архитектуры советского модернизма ничего не остается. Поэтому вот это моя душевная боль. Я вот сейчас работаю над этим периодом архитектуры. Просто надеюсь, что, дай бог, мне здоровья, в ближайшие 5-6 лет я закончу этот большой труд и издам. Вот архитектор – это профессия зависимая. То есть он зависит от заказчика, от чиновников. Вот такой вопрос к вам. Тяжело быть честным архитектором? Очень. Вы знаете, это вообще…
Я считаю, в любой профессии человек должен быть настоящим профессионалом. А что значит настоящий профессионал? Это человек, умеющий отстаивать свою точку зрения. Вы знаете, то есть который, не стесняясь, не думая о последствиях, не думая о своих потерянных деньгах, говорит заказчику искренне ту ситуацию, которая есть на самом деле. Вы знаете, поэтому я удивляюсь чудом, как еще меня терпят на работе. Я сейчас работаю главным архитектором Баки Абадлык Хидмати. Я отдаю должное своему руководству, которому я просто в лицо говорю очень обидные, но реальные вещи. И есть даже такая пословица, что архитектора архитектором делает заказчик. То есть заказчик должен быть тоже как минимум умнее архитектора, чтобы принять это все. К счастью, мне повезло с руководством. Но то, что творится с архитектурой Баку, кавычки, да, возьму, современной, это отражение фактически интеллектуального уровня наших заказчиков. Я имею в виду то, что спроектировано азербайджанскими моими коллегами, понимаете? Сотни, тысячи, возможно, азербайджанских архитекторов, но среди них всего я могу назвать 2-3 фамилии профессионалов, которые на самом деле создают хорошие современные проекты и при этом умеют защищать свою точку зрения. Причем они это делают ради чего? Ради того же заказчика, да, чтобы ему было потом не стыдно, чтобы ему было потом удобно, понимаете, жить и работать в этом здании, или ему, чтобы он мог продать вот это вновь построенное здание по более завышенной цене. К сожалению, вот поэтому, видите, архитектора архитектором делает заказчик. Заказчик должен быть соответствующего интеллектуального уровня, чтобы ценить современную архитектуру. А мои коллеги — это Нариман Имамалиев, Ильгар Бейляров, Назим Велиев, Санан Саламзаде. К сожалению, не больше 7-8 фамилий, которыми я могу гордиться современными архитекторами Азербайджана. Ну, к сожалению, все остальные, вы знаете, моя основная боль, представьте, вы зайдете вот в магазин BMW или любой другой и скажете: я хочу BMW 1913 года выпуска. Вам скажут: вы что, обалдели? Как это? Сегодня новые технологии, новый дизайн, новые материалы. Вот стоит BMW 2024 года. Да? То есть сегодня невозможно делать BMW 2013 года. То же самое в архитектуре, понимаете? У нас сегодня мои псевдоархитекторы, коллеги, гордятся тем, что строят, допустим, здание, облицованное местным камнем, аглаем, похожее на архитектуру 2013 года, всякими, понимаете, головами на фасадах, всякими растительными геометрическими орнаментами. Допустим, я имею в виду ряд зданий на улице Физули, понимаете, вот это огромный монстр с непонятными куполами, или жилое здание на Физули, угол Самед-Вургуна, недавно построенная, но построенная и стилизованная под архитектуру XIX века. Причем даже у архитекторов не хватает компетенции красиво стилизовать, именно повторить, с умом разместить эти все элементы из архитектуры той эпохи. К сожалению, когда ко мне приезжают мои друзья, коллеги из-за границы, они смущенно так смотрят, говорят: Ильчин, это что? Когда построено? И не можешь, стыдишься сказать, что это построено недавно и стилизовано под архитектуру прошлого века. Это неправильно. Вы знаете, в 21 веке должна создаваться только архитектура 21 века. Я, например, сейчас был, я часто бываю за границей, вот буквально несколько дней назад был в Тбилиси. Смотрю, допустим, улица, по-моему, Плеханова, там старинные здания трехэтажные, а над ними мансарда. Но мансарда уже современной архитектуры. У нас, к сожалению, берут над старинными зданиями, стилизуют мансарду под саму архитектуру здания. Это неправильно, понимаете. Любое действие в области архитектуры сегодня должно отражать сегодняшний этап развития архитектуры, сегодняшние материалы. И вот, к сожалению, многие мои коллеги этого понимая, но они специально идут на поводу у заказчика ради денег. Да, чтобы быть принципиальным, нужна мужественность, нужно, да, пойти на какие-то... Вы знаете, сколько я сам теряю заказов? Мне тоже 3 детей, мне надо их прокормить. И, конечно, иногда приходится кривить душой, я тоже не ангел. Но, тем не менее, есть некоторые базовые моменты в архитектуре, которые никак нельзя предавать. Мы сегодня не можем построить особняк, спроектировать особняк из прошлого. Сегодня должна быть только современная архитектура.
Эльчимбей, и тогда такой вопрос возникает у меня. А из современной архитектуры, которая вот была построена в Баку за последнее время, Да. какая, на ваш взгляд, останется в истории, и которую вот будут наши после нас потомки вспоминать и говорить, что вот это действительно стоящее здание? Вы знаете, в Баку много таких зданий, кстати. У нас есть вот вышеперечисленные несколько азербайджанских архитекторов, которыми я просто восхищаюсь, горжусь дружбой с ними. Есть очень много иностранных архитекторов, которые сегодня, вот без ложного пафоса вам говорю, Баку превратился в центр современной мировой архитектуры. Все ведущие мировые архитекторы тут проектируют. Я рад этому, потому что это мой родной город, и я сам хочу, чтобы он развивался, чтобы с восхищением все архитектурные издания всего мира писали о моем родном городе. К счастью, так и происходит. Вообще, вы знаете, в истории останутся те проекты, которые отражают сегодняшний этап развития архитектуры. Вообще, в этом смысле, если вы позволите минутку, я опять отойду в прошлое, Баку уникальный город, вы знаете, где несколько периодов архитектуры. В Баку есть в центре города архитектура древнего мира, Девичья башня. В Баку есть архитектура средних веков. На Апшероне вот эти овданы, карвансараи, крепости, сам Ичари-Шахар средние века. В Баку представлена архитектура Ар-Нуво 19 века, конца 19-го, начала 20-го. Все потрясающие здания, вы знаете, с роскошными фасадами, когда все ведущие архитекторы мира работали в Баку. Баку, как я сказал, один из центров конструктивизма 20-30-х годов, когда опять-таки все ведущие мировые архитекторы тут работали, потому что это архитектура промышленных городов. Это архитектура рабочего класса, брутальная, уникальная. Баку – центр архитектуры сталинского периода. Это романтическое, прекрасное. Мой любимый период, я сам живу в Сталинке. Следующий этап развития нашей архитектуры – 70-е, 80-е годы. Социалистический модернизм. Вы знаете, потрясающие здания, потрясающие памятники. И, наконец, современный этап архитектуры. То есть, видите, 6-7 этапов, которые ни с чем не перепутаешь. И гуляя по улицам Баку, ты переносишься из одной фактически архитектурной эпохи в другую. Редко где можно это почувствовать, вы знаете, в городах. Я, например, в прошлом году был с дочерью в Париже. Я в Париже много раз был. Вот просто мы с ней поехали на музыкальный фестиваль. Конечно, потрясающий город, красивый город, но весь центр однообразный. И на третий-четвертый день ты устаешь. Вот, да, потрясающая качественная архитектура 1850-х годов османовская, но везде все здания условно на третий день бывают похожи, понимаете. Но в Баку не соскучишься. Идешь, смотришь средние века, через дорогу конструктивизм, советский модернизм, и причем человек, который это может читать, он вообще бывает восхищенный, он путешествует по времени. Поэтому сегодняшняя архитектура, она останется в истории в случае, если она будет отражать сегодняшний день архитектуры, сегодняшние материалы, сегодняшний дух, сегодняшние идеи. Я думаю, что в Баку уже много современных домов, ряд домов по, допустим, проспекту имени Гейдара Алиева, ряд домов по Нефтчеляр, которые пишутся очень хорошими, я не знаю, золотыми буквами в историю архитектуры Баку. Именно поэтому их и нужно уже охранять и включить в список охраняемого со стороны государственного наследия, чтобы никому в голову не пришло, там, я не знаю, через 10-15 лет взять, изменить там внешнюю часть какого-то современного здания. А такие факты уже, кстати, и есть. В одном из интервью вы говорили, что архитектура является отражением социально-культурных процессов в обществе. Да. Помогите мне понять, как это выражается в Баку, в архитектуре, и как это связано с социально-культурными процессами. Вы знаете, это я все время говорю эту фразу, перефразировав, но я вам ее скажу так, как она есть, в оригинале. Это Рисоцес один, вот, к сожалению, не знаю, он умер или нет. Ему было последний раз, когда я несколько лет назад читал о нем информацию, уже в преклонном возрасте был, итальянский архитектор, мой коллега, он сказал, что ужасная архитектура отражает ужасное состояние общества. А я везде говорю просто, архитектура отражает состояние общества. Сейчас я могу сказать полностью фразу, потому что сегодня, к счастью, моя родная страна, мой город в таком состоянии, что
нету ничего ужасного в архитектуре. Баку – центр современной архитектуры мировой, и, в принципе, это же политика, это на самом деле, эти здания, это месседж всему миру, когда туристы... Это не мой бизнес проводить экскурсии, но иногда очень настоятельно просят, в основном зарубежные коллеги, что, Ильчин, мы именно с вами хотим прогуляться. И я тогда вот с удовольствием я вижу, как они в первую очередь начинают свое путешествие. Программа начинается с центра Гайдара Алиева. Такого же здания в мире нету. Понимаете, мне охватывает чувство гордости за свой город, за свою страну. И я с гордостью могу сказать, что архитектура – это современное, это отражение современного развития фактически Азербайджана, нашего общества. В принципе, был период неразберихи, к сожалению, после восстановления нашей независимости, когда вот я сужу по фотографиям, которые у меня есть, весь центр города тогда вот в 90-е до начала 2000-х просто непорядочными руководителями, вот, в том числе и мэрии города Баку, просто был распродан по те дешевые по своему внешнему виду многоэтажки, которые, к сожалению, сегодня они в кавычках украшают центр города, понимаете. Тогда на самом деле архитектура была ужасная, примитивная, понимаете. В центре города строили такие здания, которые стыдно было даже построить в деревнях. И дело в том, что архитектурная ошибка, она достаточно дорого обходится. Да, до сих пор я знаю, что городские власти снесли несколько зданий, но все равно сотни зданий, допустим, жилое здание на улице, на пересечении улиц Бешир Сефероглу и Расул Рза. Ужасное здание, понимаете, в самом сердце города построено. Я считаю, преступники, те, кто дал разрешение на строительство этого здания. Сам бизнесмен, он может не понимать, что такое архитектура, я его не виню. Это нормальное желание любого человека заработать. Если рассчитывать на сознательность людей в данном случае нельзя. У него появилась возможность купить там участок, построить дом, и, возможно, это сделал бы и я. Но для этого есть государственный орган, для этого есть главный архитектор города, для этого есть целый комитет, который должны регулировать эти вопросы, которые должны ему в ответ на представленный проект перед выдачей разрешения на строительство спросить, что «Айбала, а что ты строишь в центре города? Ведь это недопустимо». К счастью, в последние годы уже такая ситуация. После 2018 года, когда произошли большие изменения в структуре нашего комитета по строительству и архитектуре, уже таких случаев не бывает. Но то, что произошло вот в 90-е годы, на их исправление нужно 100-200 лет, потому что здания построены капитально, живут там сотни семей, снос такого здания обойдется 50-60 миллионов манат, и никто, естественно, у государства нет таких денег платить. Поэтому сегодня такая ситуация, что все это исправляется, и я могу с гордостью сказать, что что архитектура – это отражение развития общества. Вот интересно, Эльчинбей, как архитектор, какую свою работу в архитектуре вы считаете своим шедевром? Интересный очень вопрос, потому что я сам до сих пор спрашиваю себя, кто я. Вы знаете, уже вот пора определяться. Я все-таки позиционирую себя как более уже историк архитектуры, но тем не менее я действующий архитектор, который зарабатывает. Я профессиональный архитектор, только от своей профессиональной деятельности. Я до сих пор проектирую интерьеры, виллы, жилые дома. Но у меня уникальная судьба архитектора. Дело в том, что благодаря тому, что я с первых своих сознательных дней верил в Бога, причем верю, у меня своеобразная вера в честность, порядочность, понимаете, и Он меня любит, и я в большей степени сакральный архитектор. Мой первый проект, один из первых больших проектов, это реконструкция буквально разрушенного взрывом церкви Жен-Мироносец. Сейчас это кафедральный собор около Солянских казарм. Счастливый период моей жизни. Я был знаком с очень хорошими людьми, с очень хорошим меценатом, который оплачивал, Аллах рахметиллясим, Курбанов Айдын Самедович. Это незабываемый период моей жизни. И вот 3-4 года я посвятил восстановлению этой церкви. Следующий этап тоже связан с церковью. Дело в том, что
тогда я обратился с письмом на имя Иоганна Павла II, это глава Римской католической церкви, что в Баку была потрясающая церковь Святой Марии католическая на улице Рящит-Бейбутова, угол Зариф и Алиева сегодняшних. И что вот я хотел бы, почему вы ее не восстанавливаете? Это потрясающий памятник архитектуры. Естественно, никакого ответа не последовало. Через несколько лет я написал, случайно приобретя 3 фотографии старинные этого храма, я уже написал второе письмо Иоганну Павлу II, что вы знаете, вот, и причем эти фотографии до сих пор достаточно дорого стоят. Сейчас одна старинная открытка стоит порядка 150 манат, и их нет в Баку. Тогда тоже было достаточно дорого. Я 3 штуки просто инвестировал и отправил Иоганну Павлу II, что пишу вам повторно. Один раз вы не ответили. Но вот видите, в Баку был какой памятник. Его надо восстановить. Это свидетельство принадлежности Азербайджана к европейской культуре. А я все-таки, вы знаете, могу писать хорошо. Не случайно, возможно, стал писателем. Пишу убедительно. И вы знаете, мне ответили. У меня есть письмо от кардинала, его помощника, достаточно сложное итальянское имя, роскошная такая бумага, гербовая, что, уважаемый Эльчин Алиев, вам огромное спасибо за информацию. Иоганн Павел II вас благодарит за эти открытки. Ну и я обрадовался, но письмо было такое, ни да, ни нет. Но вдруг через несколько лет, по-моему, это были уже конец 90-х, Иоганн Павел II прилетел в Баку на встречу с Гейдаром Алиевым. Вы знаете, мое сердце вот что-то почувствовало, что что-то случится. И после его отъезда из Баку мне пришло письмо из Ватикана, что меня приглашают туда, что у меня даже есть такая большая грамота, меня попросили проектировать эту церковь и дали такую большую грамоту и зарплату $300 в месяц я получал. Постоянный представитель государства Ватикан в деле проектирования и строительства католической церкви в Азербайджане. Вы представляете? Я достаточно часто летал туда. Это длинная, роскошная история. Я вам сейчас грубо ее рассказываю, хотя этому можно посвятить отдельную передачу, потому что никто не знает, я с гордостью вот первый раз говорю о том, что мне просто стыдно, не то что стыдно, не такой я человек, что католическая церковь построена в Баку, восстановлена благодаря Эльчину Алиеву, понимаете, вот благодаря этой переписке. Я выбрал 14 участков, согласовали их с Гейдаром Алиевым. Именно он выбрал тот участок, который сегодня построена католическая церковь. Тоже роскошная история, потому что мне вначале попросили заказчики проектировать в классическом традиционном стиле. И долгое время, года два я проектировал, у меня до сих пор макет на работе. Был такой албанский храм, но вдруг один раз в Ватикане папский нунций Клаудио Гуджеротти, я вспомнил, он мне сказал, что, ты знаешь, в свете грядущего конфликта мы не хотим, чтобы была создана такая архитектура, просто в этот момент люди могут ее не понять. Вот как до сих пор помню, и мы вас просим сделать новый современный проект. Это, представляете, через 2 года работы, когда уже были готовы рабочие чертежи, должно было строиться храм. Заказчик, причем это никак не отражается на финансовой стороне, а это же все расходы. У меня была архитектурная компания, там 9 человек работало. Мне предлагает заказчик сделать новый проект. Сделал я новый проект вместе с итальянским коллегой. Я просто сказал, что у меня есть вопросы. Я все-таки мусульманин, я разбираюсь в православной архитектуре. К тому времени я сделал проект восстановления православного храма, но в католической есть нюансы. И Пауло Ругейра, мой итальянский коллега, мы совместно сделали вот проект католической церкви, который сегодня вот там стоит. Как архитектор я восстанавливал после иностранцев интерьер храма в селении Нидж, албанский такой древний храм. И, наконец, у меня не хватало только мечети. По заказу фонда Гейдара Алиева в селении Зиря построена мечеть по моему проекту. То есть, видите, вот такого архитектора в мире нет. Я и православный храм, и католический,
и древний албанский, и мусульманскую мечеть. Я вот так получается, только что да, только буддийского храма не хватает. То есть я надеюсь, когда-нибудь, в принципе, выполню и такой проект. То есть вот этими своими проектами в сакральной области я горжусь. Я горжусь тем, что вот, может быть, даже этого никто не знает, но вот я с такой любовью восстанавливал, допустим, православный русский храм, что вот те детали, ведь очень многое зависит от профессионализма архитектора, от его порядочности. Ты видишь, никто это не проконтролирует, насколько глубоко ты решаешь эти проблемы. Даже сегодня, работая в нескольких структурах и отвечая за реставрацию нескольких зданий в Баку, вы понимаете, я стараюсь делать работу до конца, понимаете, делать их так, чтобы никогда больше, ближайшие 50-100 лет к этим проблемам никто не возвращался, понимаете. Это очень важно, это никто не может проконтролировать, это просто твоя совесть, понимаете, как ты относишься к любой своей работе. В данном случае я говорю об архитектуре. Я горд тем, что я вот именно такой человек. Я не знаю почему жизнь тебя бросала в различные ситуации, но тем не менее ты внутри вот сумел вот сохранить вот эту порядочность своей конституции, вот внутреннем строении. К сожалению, я знаю многих своих друзей, которые ломаются, потому что жизнь тяжелая, многие просто жизнь тебя ставит в такие условия, что очень сложно остаться порядочным, очень сложно сохранить вот себе вот этот дух, но я горд тем, что я его сохранил, и надеюсь, так и будет. Воспользовавшись машиной времени, Да. в какое бы время вы хотели бы отправиться и почему? Ой, как интересно. Вы знаете, я несколько раз, вот я с удовольствием бы отправился в 19-20 век, и то не для того, чтобы просто прогуляться по этим улицам, а просто ответить на те вопросы, которые у меня сегодня зависли, узнать историю конкретных зданий, потому что, то есть с чисто исследовательской целью, потому что очень много белых пятен, очень много вопросов. К сожалению, архивной культуры у нас нет, я считаю. Мы не можем беречь те материалы, которые мы имеем. К сожалению, целенаправленно вот во времена Советского Союза, вот на протяжении сколько, с 20 по 90, 70, 80 лет делалось все для того, чтобы ликвидировать азербайджанские архивы, не только азербайджанские, вообще национальных республик. Как обидно, вы знаете, вот несколько месяцев назад вышел мой капитальный труд, это архитектура сталинского периода 40-х, 60-х годов. Я фотографии приобретал в России. Вы знаете, один раз перевел эквивалент $1400, один раз эквивалент $600. То есть все роскошные фотографии Баку сталинского периода, и не сталинского тоже, те фотографы, азербайджанские фотографы, которые фотографировали Баку, допустим, 70-е, 80-е времена СССР, все фотографии просто посылались в Центральный архив. Почему? Вот спрашивается, почему. И я вынужден был фотографии своего родного города приобретать за рубежом, да, фактически в России, в Москве, в Центральном архиве. И вот у нас нету информации по истории нашего города, поэтому я бы с удовольствием бы, пользуясь услугами машины времени, очутился бы вот в 1903-1905 году, с удовольствием бы просто погулял по этим улицам, и в принципе я так и делаю, я и гуляю. Дело в том, что работая над историей конкретных зданий, ты все равно гуляешь, тем более ты архитектор, у тебя роскошная, богатая фантазия. Я уже это неоднократно делал, но тем не менее еще бы с удовольствием повторил, чтобы выяснить вот те очень важные детали. Дело в том, что среди нескольких тысяч зданий, построенных в этот период Баку, в период Арнуво, у нас есть информация буквально по 20-25%. Вы знаете, мы не знаем очень часто роскошные здания в центре города. Кто построил? Зачем построил? Ведь это память, понимаете. Я благодаря мэру города Эльдару Азизову я издал книгу, он мне финансово помог. Это было
в середине прошлого 2023 года, и я там написал историю порядка 30 особняков того периода. И впервые я вообще писал не сколько даже об особняках, а я горжусь тем, что я туда включил фотографии владельцев здания, вы понимаете, их семей, супруги, дочери, и ты уже совершенно по-другому читаешь историю здания, когда перед тобой фотография владельцев, допустим, сидит молодая пара в интерьере того здания, и ты мысленно это представляешь и совершенно по-другому воспринимаешь всю эту информацию. Люди строили для себя, для своего родного города, люди строили с большими планами, люди думали, что их дети будут жить в этих зданиях. Видите, как судьба распорядилась, и, к сожалению, у многих из них трагическая судьба. Вот для этого я, хотел бы очутиться в то время и, может быть, даже пожать их руку, поблагодарить от имени современных азербайджанцев, что вот вы оставили нам такую красоту. И очень обидно, вы знаете, я знаю очень много деловых людей Азербайджана, да, очень много знаю людей с возможностями, но никто до сих пор ни один особняк в Баку не построил, понимаете? Что они оставили после себя? Вот занимаются строительным бизнесом. Вот эти среднего, так скажем, ужасного вида новостройки. Что вы после себя оставили? Вот моя мечта, я вам сейчас, если позволите, расскажу про музей Баку. Уже много десятилетий я собираю материалы про Баку. Покупаю материалы про Баку, вы понимаете, разными путями, в библиотеках нахожу, на аукционах покупаю. Знаете, я хочу создать музей Баку. И с несколькими бизнесменами я говорил, что давайте, купите особняк двухэтажный в центре города. Да, это стоит, возможно, несколько миллионов, но внесите свой вклад в историю Баку, ведь это будет не частный музей Ильчина Алиева, просто потом подарим государству. К сожалению, не хотят это делать, я понимаю. Я понимаю, возможно, это связано с другими какими-то проблемами, но, к сожалению, понимаете, те люди, которые жили в Баку 150 лет назад, они делали это для города. Сегодняшние бизнесмены, к сожалению, этим не могут похвастаться. Эльчимам, я вижу, вы принесли с собой книгу. Хотелось бы узнать про это. Да, вы знаете, я привез с собой книгу. Дело в том, что все мои книги на английском и на азербайджанском и английском языках. Хотя я сам русскоязычный товарищ, я учился и в институте, и в школе на русском языке, и я позволил себе издать несколько лет назад книгу на русском языке, она называется «Баку». Почему на русском? Потому что всю свою сознательную жизнь я коллекционирую стихи про Баку. Вы знаете, они в основном на русском языке. Про Баку писали сотни поэтов. Вы знаете, порядка 300 было у меня собралось стихов, и я решил, что их надо обязательно издать, потому что некоторые вообще читаешь и начинаешь плакать. А еще сюда включены стихи тех, кто в силу тех или иных причин, допустим, эмигрируя в советские годы в Израиль, допустим, писали про Баку, и человек, который расстался со своим любимым городом, он пишет совершенно по-особенному. Я это все включил, издал, и вот я хочу предложить, я не знаю, если это возможно, конечно, вашим многочисленным подписчикам, допустим, помочь мне с моими будущими трудами. Например, мне нужна помощь жителей Баку. И, например, я сейчас работаю над интереснейшей, не сейчас, я работаю над этой книгой уже долгие десятилетия, «Вензеля Баку». Вензель, это вы знаете, да, на каждом здании, допустим, Гаджи Зейналабдин Тагиев, он на построенном своем здании, допустим, именной герб. Именной герб фактически на здании. Из сотен вензелей, которые я фотографировал на фасадах зданий бакинских, известна буквально расшифровка 10, 15, 20. Большинство вензелей, к сожалению, мы сегодня, не имея этих архивов, не имея вообще исторических архивов, которые все вывезены были в свое время в Россию, мы не знаем, кому принадлежало здание. Допустим, на здании Азия Асланова 5 есть роскошный вензель из нескольких букв, такой красивый, но никто не знает,
а кто это Аллаху на рахмет илясун, кто этот человек, который оставил нам такую красоту. И я прошу ваших читателей просто посылать вам или мне вот эту информацию, вензеля и их расшифровка. Потому что у нас очень много бакинцев, очень много горожан, которые обладают информацией, но в силу случайных причин, в силу того, что или живут в этом доме, или, вы знаете, имеют такую информацию, помогите, пожалуйста, за самые интересные, за самую большую ценную помощь, за самые интересные вопросы в этой области я готов делиться своими самыми сокровенными книгами. Я готов выделить, допустим, 5 экземпляров книги «Баку» для ваших читателей, для ваших подписчиков. Книга – это подарок под тем подписчикам, которые подпишутся на наш канал, ставят лайк под этим видео и, как сказал Эльчимбей, отмечают самый запоминающийся вензель, его историю или что-то вкратце. Да, Вы описываете нам нужна прямо в комментарии. информация, Да. конечно. И мы с Эльчимбеем выбираем 5 победителей и им дарим вот эту книгу о Баку. И кроме того, вы знаете, я человек благодарный, и все те люди, которые мне помогают в издании книг, у меня потом обязательно большой лист с перечислениями всех тех людей, которые мне помогали. И обязательно потом имена и фамилии этих людей. Я знаю, что эта книга про вензеля, она будет издана обязательно, потому что она давно назрела, и такая книга нужна нашему обществу. И все те имена ваших подписчиков, которые нам помогут с информацией, они просто найдут свое отражение, получат мою благодарность в письменном виде в этой будущей книге вместе с ее экземпляром.